оккупанты устраивают геноцид, как НАТО недооценило Россию и кому Госдума запретит участвовать в выборах. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Страны Европы готовятся к сопротивлению, но уже просчитались в своих оценках. Поэтому они моделируют возможное столкновение с Россией, и это столкновение для них не очень, конечно, приятно с точки зрения потерь. В России еще больше решили ограничить так называемых иноагентов. Раз, и только иностранные агенты заявили об участии в выборах, так они сразу отменили. И все критикуют Шольца, что на этот раз. Это абсолютно позорно, что канцлер хихикает и смеется за счет Украины. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Не забывайте про кнопку «Супер спасибо», так вы можете поддержать нашу работу. Ну а мы пока начнем с новостями. НАТО недооценил способность России адаптироваться к ситуации. Об этом говорит министр обороны Литвы, акцентируя на том, что России удалось приспособиться к санкциям. Он также считает, что российская военная угроза должна быть главным предметом обсуждений в НАТО. Министр говорит, что если Москва понимает только силу, то Альянс должен предусмотреть систему активной защиты, которая не давала бы России возможность угрожать эскалацией конфликта. Москва, несмотря на санкции, перевела свою экономику на военные рельсы ввиду того, что в условиях авторитарного режима ей не приходится особо беспокоиться о социальном благосостоянии своего общества. Отсутствие ответственности за свое общество, жестокое распоряжение своим собственным мобилизационным потенциалом, который министр оценивает в 25 миллионов человек, как раз и делает Россию самым опасным противником. Выходом чиновник считает перераспределение усилий Альянса и передача больших полномочий региональным силам НАТО и построение более гибкой системы реагирования. О том, как действительно это может помочь в победе в войне, или это можно назвать только подготовкой своей обороны, мы спросили у политолога Игоря Рейтеровича. Понятно, у них опасения касательно возможного столкновения с Россией увеличиваются, потому что действительно недооценка способности России, во-первых, жертвовать безразмерно, по сути, своими солдатами, что мы увидели во время российско-украинской войны, жертвовать там огромным количеством техники ради получения какой-то очень условной выгоды в виде там сотен метров, иногда километров, но не больше какой-то территории. Конечно, страны Альянса, особенно те, которые находятся близко к России, пугает и пугает достаточно серьезно, поскольку там абсолютный примат человеческой жизни, здесь абсолютно другая ситуация, и поэтому они моделируют возможное столкновение с Россией, и это столкновение для них не очень, конечно, приятно с точки зрения потерь. Тут понятно, что речь не может идти о каком-то поражении НАТО, но именно потери, которые все это будут сопровождать, они могут быть огромные, и это неприемлемо для стран, которые являются членами Альянса. А с другой стороны, здесь им как раз наоборот, надо, мне кажется, больше думать именно о помощи Украине. Почему? Потому что эта помощь может максимально оттянуть возможное столкновение с Россией или сделать его вообще невозможным. В силу того, что Россия просто растеряет все свои силы, собственно, в Украине, и у нее на какое-то уже столкновение с НАТО в будущем не будет просто никаких сил и возможностей. Поэтому надо исходить из этого. То, что там этот страх, он есть, и он достаточно серьезен. Это ожидаемая на самом деле история, потому что Украина третий год предупреждает о определенной угрозе. Великобритания будет выделять Украине ежегодно по 3 миллиарда фунтов на военную поддержку. К тому же Великобритания позволила использовать свои дальнобойные ракеты в ударах по территории России. Именно в Европе, мне кажется, сформировался такой своеобразный триумвират лидеров на украинском направлении. Это Британия, Франция и Германия. И мы видим достаточно мощный пакет военной помощи со стороны Берлина, заявление Макрона по поводу возможности ведения войск, и решительные шаги Лондона в этом направлении. То есть все это в комплексе является достаточно мощным и серьезным стимулом и для консолидации на европейском континенте, и для поддержки, расширения поддержки со стороны Германии, со стороны, США. И для нас сегодня является наиболее важным
очевидно то, что Кэмерон заявил и о регулярной ежегодной военно-финансовой поддержке, что, безусловно, крайне важно в условиях обеспечения регулярной, поэтапной, прогнозируемой и постоянной помощи Украине. В Соединенных Штатах еще раз напомнили, правда, что свое оружие использовать на территории РФ они не разрешали. Но вместе с тем США могут взять лидерство в предоставлении еще одного пути финансирования. Они обсуждают с G7 предоставление Украине пакета помощи на $50 миллиардов за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом пишет Bloomberg. Проблема не только в российском законе, а в российской власти, говорит президент Грузии в интервью Deutsche Welle. Она говорит, что это правительство ведет страну в Россию. Власти пытаются изобразить партнеров Грузии агентами революции, поскольку считают, что они пытаются их свергнуть. Но они молчат о России, будто это наш новый друг. Это крайне тревожно. И я думаю, что наши европейские партнеры должны принять правильные меры в отношении того, что здесь происходит. Прежде чем мы пройдем трудный путь перед выборами, нам нужно их внимание. Президент говорит, что большинство населения Грузии выступает против подобной политики. К тому же несколько спорных решений грузинская правящая партия уже приняла. Фактически, как говорит Зурабишвили, эти решения, которые делают из Грузии российскую офшорную зону. Но если грузинский закон – это калька с российского, то российские законодатели не останавливаются на достигнутом и, к примеру, в Госдуме предлагают запретить иноагентам участвовать в выборах. Там одобрили поправки к законодательству об избирательных правах граждан и запретили участвовать в выборах даже в качестве наблюдателя. Все это, скорее всего, реакция на инициативу так называемых иноагентов пойти вместе на выборы в Госдуму. Собственно, к этому так и относились, как к троллингу. Меня, конечно, с одной стороны все ожидаемо, с другой стороны удивительно, потому что я еще вот помню, когда я был депутатом, когда этот закон только появился, и я им говорил, что это, в общем-то, по сути, деление людей на сорта, а мне те же депутаты, которые сейчас выступают за ограничения, тогда прям врали, что такого быть не может, это всего лишь лейбл, никакие там ограничения прав не предусматриваются и прочее, прочее. И тут раз, и только иностранные агенты заявили об участии в выборах, так они сразу отменили, запретили им. Я думаю, что надо теперь сказать, что иностранные агенты пойдут голосовать за каких-то кандидатов, только не за «Единую Россию». Наверное, они запретят очереди для иностранных агентов, запретят выстраиваться на избирательных участках, как это было в полдень против Путина. Так что и удивляет, и не удивляет, но, если честно, удивляет другое. Они не понимают, я имею в виду депутаты, чиновники, что больше на выборах вопрос власти решаться не будет. Просто они уже борются не пойми с чем. Геноцид совершают россияне на оккупированных территориях, пишут аналитики Института изучения войны. В больницах оккупированной Луганской области россияне угрожают забирать новорожденных в том случае, если у родителей нет российского гражданства, хотя бы у одного. Об этом говорит глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Он еще и говорит, что все это заработает 6 мая. Если это сообщение соответствует действительности, то такие действия нарушают статью 2.1 Конвенции о предупреждении преступления геноцида, поскольку вводят меры, направленные на предотвращение рождений внутри группы. Оккупанты продолжают втягивать детей в свои пропагандистские дела и милитаризируют молодежь. Так, к примеру, в Запорожской области на оккупированной территории заявляли, что в военно-патриотических играх там приняло участие 200 детей. Геноцид это или нет, как можно назвать и трактовать такие действия, мы тоже спросили у политолога Игоря Рейтеровича. 5 основных признаков геноцида, и 2 из них это меры по предотвращению рождения детей в одной какой-то группе, там этнической, религиозной, национальной, в данном случае среди украинцев. И второе, это вообще насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую. То есть мы здесь имеем даже 2 признака.
признака, который совпадает непосредственно с геноцидными практиками. Это достаточно распространенное явление не только, кстати, в Луганской области. Здесь они это просто вынесли на публичный уровень и пытаются действовать такими административными методами. Но мы имеем массу случаев в других там регионах или среди, скажем так, детей там, или людей, которые вообще были вывезены с территории Украины на территорию Российской Федерации, где их там заставляют менять паспорта, отдают в детские дома, усыновляют, например, российские семьи. Но понятно, что это все идет в обход абсолютных законов. Очень такой, логичный, конечно, в кавычках, но тем не менее для России подход, поскольку они таким образом просто себе вербуют в будущем или готовят будущее поколение, которое будет воевать непосредственно на стороне Российской Федерации и будет полностью одурманено этой пропагандой, которую оно распространяет. Это, кстати, тоже один из признаков геноцида. Почему? Потому что таким образом размывается идентичность национальная, этническая, религиозная, там, либо другая людей, которых, по сути, заставляют думать о том, о чем они как бы думать не хотят. Канцлера Германии раскритиковали за его насмешки над комментариями о невозможности передачи ракет «Таурус». Конечно, я доверяю своим друзьям, но я бы не отдавал всем все оружие. Этими словами канцлер запустил волну критики. Это абсолютно позорно, что канцлер хихикает и смеется за счет Украины. Хихикающий канцлер оскорбляет людей, которые борются за свое выживание в Украине, а также за нашу свободу. Друзья, я хочу вам напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке. Наши видео практически не монетизируются Ютубом, такие правила у этой платформы, поэтому нам можно отправить донат, нас можно проспонсировать и можно оформить суперспасибо, таким образом показать свою поддержку. Можно еще поставить лайк, можно еще оставить комментарий и подписаться на каналы, это тоже очень важно. У меня на этом все, до встречи, хороших вам новостей.